Проект «Очистка океана» снова в действии с его самой крупной и амбициозной системой очистки океана O3. Система O3 имеет огромную длину в 2,5 километра и в настоящее время занимается отловом плавающих пластиковых загрязнений в большом Тихоокеанском мусорном пятне, расположенном между штатами Калифорния и Гавайи. Я поговорил с генеральным директором компании Ocean Cleanup Баяном Слатом об их новейшей системе очистки, о том, как она работает, и получил отчет о ходе выполнения текущей миссии. Наша система очистки состоит из двух частей. С одной стороны, у нас есть аппаратное обеспечение, собственно, физическая система, которая находится в океане, а с другой — программное обеспечение, которое представляет собой компьютерные модели, которые подсказывают нам, куда и как буксировать систему через патч. Итак, с аппаратной стороны у нас есть U-образный барьер длиной 2,5 километра, который буксируется двумя кораблями и сбрасывает пластик с поверхности океана в мешок для сбора мусора, который мы называем зона. Она выглядит очень маленькой, но на самом деле ее длина в 5 раз больше школьного автобуса, так что это большой мешок, в котором сохраняется пластик, а затем периодически, когда он заполняется, мы переносим эту зону на палубу одного из кораблей и опустошаем ее, а затем возвращаем в море, чтобы продолжать сбор, пока мы занимаемся сортировкой на корабле. Главное, что изменилось в системе треть, это размер. Океан — довольно большое место, поэтому если мы хотим очистить Великий Тихоокеанский мусорный бак, который в 2 раза больше Техаса, нам нужно покрыть очень большую площадь за единицу времени, верно? Так вот, с системой третьей она стала в 3 раза больше, а это значит, что мы можем убирать территорию размером с футбольное поле каждые 5 секунд. Вообще-то, с тех пор, как мы начали использовать систему второе в году, мы наблюдали постоянное увеличение количества первой экспедиции, которую мы провели. Мы поймали, я думаю, около 7 тонн пластика, а в конце года, то есть 2 года спустя, мы поднялись до 45 тонн за одну поездку. И в этом году мы надеемся добиться еще большего. Магическое число, к которому мы стремимся — 100 килограммов в час. Если мы достигнем этого показателя с приличного размера флотом очистительных систем, то сможем очистить участок в течение 10 лет. Конечно, мы хотим подняться еще выше. Вы хотите дойти до 200 килограммов, 300 килограммов и так далее. Но, по крайней мере, отметка в 100 килограммов в час позволяет нам говорить о том, что мы достаточно готовы, чтобы начать масштабирование. Система O3 получила несколько новых усовершенствований, повышающих безопасность морских обитателей и увеличивающих количество пластиковых загрязнений, которые они могут собрать во время развертывания. Увеличение глубины и высоты системы, чтобы избежать утечки пластика над или под системой. Мы также установили 16 камер и так называемый люк безопасности для морских животных. Если мы увидим, что в системе что-то происходит, мы можем активировать эту систему дистанционно и запустить надувной резервуар, чтобы он наполнился и поднялся на поверхность, открыв тем самым путь к спасению. Мы движемся медленно, примерно в 2 раза быстрее, чем вы ходите, чтобы дать рыбам и другим морским обитателям время уплыть, уйти с дороги и просто ввести еще один уровень безопасности. Команда океанской зачистки состоит из более чем 40 человек, включая подрядчиков из Майорск Марин и сотрудников океанской зачистки, которые находятся на борту 2 больших судов, оснащенных несколькими вспомогательными судами меньшего размера. В настоящее время на очистку акватории уходит 7 недель в весенние и летние месяцы, поскольку зимняя погода слишком опасна и непостоянна для проведения столь масштабных операций. В своей работе «Очистка океана» использует спутниковые данные и данные морских ученых, чтобы наилучшим образом предсказать места наибольшего скопления пластика. У нас есть компьютерные модели, которые на основе спутниковых данных, измерений, которые мы проводили в течение многих лет, чтобы определить, где находится пластик. И на основе этих данных мы построили продвинутые компьютерные модели, которые почти как прогноз погоды для пластика. Они подскажут нам и капитанам кораблей на несколько дней вперед, каковы идеальные координаты и каков идеальный путь, по которому они должны следовать. И это, я думаю, действительно особый соус очистки, потому что без этого, если бы вы просто беспорядочно рыскали по океану, это заняло бы много времени. Так что именно целенаправленная работа в горячих точках с высокой плотностью мусора является ключом к эффективной очистке большого Тихоокеанского мусорного бассейна. Эти расчеты помогают максимально эффективно проводить очистку, в то время как система O3 работает как платформа для сбора погоды и данных, принося ценную информацию для изучения условий в Тихом океане. По мере того, как пластиковые загрязнения собираются на борту судна, они разделяются командой на различные части.
Например, веревки и сети, а также более крупные твердые куски. Пластиковые загрязнения возвращаются на берег, перерабатываются и утилизируются местными организациями по переработке отходов. Часть пластика гранулируется для повторного использования и изготовления новых изделий. Баян объявил, что автопроизводитель Kia включится в игру с переработанным пластиком и будет сотрудничать с организацией Ocean Cleanup, чтобы использовать переработанный пластик в производстве будущих автомобилей. Пару лет назад мы выпустили солнцезащитные очки, которые были действительно доказательством концепции, чтобы показать, что мы можем сделать что-то красивое и желанное из этого, по сути, худшего отхода на Земле. С тех пор мы сотрудничаем с автомобильной компанией Kia, чтобы превратить этот материал в детали для их электромобилей. Мы объявим об этом позже в этом году. Мы ведем переговоры с другими мировыми брендами, чтобы привлечь их к очистке территории и вместе с этим найти подходящий дом для всего пластика, когда его выловят из океана. Kia – это очень круто, мне это нравится. У моей жены есть Kia, это просто фантастика. Океаны – не единственная цель организации Ocean Cleanup. Каждый год проливные дожди смывают мусор с городских улиц в ливневые стоки, которые в итоге попадают в крупные водные артерии и в океан. Организация Ocean Cleanup развернула по всему миру множество речных перехватчиков, чтобы пресечь поток пластикового загрязнения до того, как оно попадет в открытый океан. Используется множество различных типов перехватывающих технологий, а конечной целью является установка 1000 перехватывающих барьеров вдоль самых загрязненных рек на планете. Самый последний перехватывающий барьер «Очистка океана», 19-й перехватчик, был установлен в Бангкоке, Таиланд, и уже работает. Несколько лет назад мы начали заниматься не только очисткой пластика, уже попавшего в океан, но и перехватом пластика в реках до того, как он попадет в океаны, потому что мы обнаружили, что на 1% мировых рек приходится около 80% всего пластика, попадающего в океан. Поэтому, перехватывая его в этих реках, мы считаем, что это самый быстрый и экономически эффективный способ предотвратить утечку пластика в океан. Буквально несколько недель назад мы установили систему в Бангкоке, в реке Чао-Пхрая, которая является огромной и легендарной рекой, протекающей через весь Бангкок. Она входит в 1% самых загрязненных рек. И я думаю, что уникальность этой реки заключается в ее ширине. Для нас, помимо непосредственного влияния на Бангкок и Сиамский залив, это была еще и уникальная возможность обучения, потому что условия очень сложные. Бангкок сейчас дает нам возможность учиться, потому что в будущем мы увидим больше подобных рек. Мне самому довелось побывать на Interceptor 007, расположенном в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, во время парусной прогулки с моим Шурином. Мы подошли как можно ближе, чтобы я смог сделать несколько фотографий Interceptor. И я могу сказать, что воды ниже по течению от 007 чисты и не тронуты, что было удивительно видеть. Вы можете принять участие в акции Ocean Cleanup, сделав пожертвование в пользу организации Ocean Cleanup, или просто рассказав о ней, чтобы повысить осведомленность, или связавшись с местными чиновниками, чтобы сообщить им, что нам нужны подобные решения для борьбы с проблемой загрязнения пластиком. Если мы действительно заботимся о чистоте пляжей, береговой линии и защите дикой природы, мы должны продолжать оказывать давление на наших избранных чиновников, чтобы они приняли меры. Организация Ocean Cleanup доказала, что это возможно, и они действительно что-то делают, что пойдет только на пользу человечеству и нашей окружающей среде. Если вам понравилось это видео, поставьте нам лайк и подпишитесь на массивный YouTube-канал CNET, а также ознакомьтесь с моими прошлыми репортажами о перехватчиках Ocean Cleanup, которые прямо сейчас в автономном режиме вытаскивают плавающий мусор из рек по всей планете. И спасибо за просмотр CNET.